Вы нам по регламенту не даете время похвалить правительство. Поэтому вы нужно только ругать. 10 минут. Я добавлю минуту похвалить. Добавьте, 5 минут добавьте. 5 нет. Значит, ради объективности я хочу сказать, что есть министры, которые производят положительное впечатление. Министр энергетики, культуры, связи, финансов. И все. Теперь пошла критика, чтобы никто не думал, что я хвалить вышел сюда. Так вот, вызывает критические замечания, конечно, Министерство регионального развития. Я не буду повторяться, Геннадий Андреевич много сказал, чтобы это... Но я остановлюсь в конце на исторической природе, все, что происходит. Вот это вызывает у меня сомнения и подозрения. Ну, коррупция известная вещь, особенно в строительстве. Но вот как можно понять, что цены самые высокие на метр жилья, а в Америке рабочие в строительной получают в 4 раза больше? Ну, как можно строить? Зарплата в 4 раза выше и жилье дешевое. В России зарплата в 4 раза ниже, а жилье высокое. Это... Какой ученый здесь должен быть? Здесь нужны диссертации какие-нибудь? Объясните. При высокой зарплате дешевое жилье. При низкой – дорогое. Олимпиада в Сочи. Черная дыра. Еще можно арестовывать. Чего один Билалов? Там можно подряд целый вагон. В Воркуту гнать. Куда их? На Олимпиаду, в смысле, в Магадан. ЖКХ, значит, банкротят искусственно. Те же сотрудники организуют новую контору. И опять продолжается. И растут цены на ЖКХ. Мы же договорились, с 1 июля цены должны расти на ЖКХ. Почему начали с 1 января? И должен быть предел. Предел. 5-6%. Делаются без предела. Текучих кадров. 50%. Самое высокое. Видимо, нахапались, скорее сбежать. Самые быстрые деньги. Старушки платят там за электричество, они их к себе в карман. Дачные участки, новый какой-то вариант развития бизнеса. Строят огромные дома и продают квартиры. На даче. Там пчел разводить. Естественно, все больше людей, а рабочих мест нету. И искусственный коллапс. Дороги не выдерживают. Это черепная коробка не удерживает тех, кто планирует вот такое строительство в стране. Когда сперва дома, люди, а потом дороги и автомобили. Если людей будет много, будет больше автомобилей. Ну, транспорт, уже об этом все мы говорили много раз. Ну, хотя бы одну дорогу постройте, одну. Пускай в любимый город Петербург, но ее же нету. Мы знаем Чирикову и погибший Химкинский лес. Ну, дороги мы не видим. Где она, дорога? То говорят, строим, строим. Коммунисты строим коммунизм, где нету. Теперь строим дороги, где нету. Оказывается, с трудом соединили Чита-Хабаровск. Мы думали, что есть дорога. Нас обманывали при советской власти. Оказывается, дороги нет. И до сих пор с трудом соединили, а света никакого электрического там нету. Ну, уже говорили, что ветераны и жилье. Надо прямо сказать. На местах чиновники ждут, когда ветераны умрут, и проблема будет решена. И надо говорить, что до сих пор не обеспечили жильем. Ждут, когда умрут. Вот и все. А причем могут не хотят специально. Потому что бабушка вот-вот умрет, что ей давать квартиру? Дадим лучше кому-то из молодых. Ну, земли сельхозназначения. Самая огромная пашня. И завозим продовольствие из-за рубежа. Ну ладно бы хорошее, но ведь гадость завозят. Гадость завозят, которая вообще вредная для нашего, так сказать, развития. Ну и от региона развития. Все идет вокруг Москвы, крупные города, а где малые города и деревня. Поэтому только жесткая критика. Это не Министерство регионального развития. Это плохое министерство. Ну, уже говорили про деофшоризацию, почти $1 триллион там, возврат активов. Как решить? Мы много перечисляем, где у нас ушло. Капитал, люди. Как решить? 2. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, только 2 решения. Всеобщая амнистия финансовая и гарантировать банковскую тайну. И никто никуда ничего не повезет. Все останется здесь. Но если у нас нет банковской тайны, и все ходят под прокурором, потому что за 20-30 лет кто-то где-то что-то нарушил. Вся страна в страхе, вся страна в оцепенении. Люди уезжают. Потому что они не хотят уезжать. Ведь Березовский умер, он хотел вернуться. Все, он уже устал там жить. Но спецслужбы США, Британии узнали и человека убрали, чтобы он не вернулся и не поломать сценарий этого дела Литвиненко. Таможенный союз. Мы предлагали Христенко убрать из правительства, поставили таможенный союз. Убытки уже 75 миллиардов. Демпингуют и разворовывают. Тоже проблема есть. Налоги. На вывоз сырья нужно повышать, мы не повышаем. А на ввоз импортных машин снижаем. То есть мы
провоцируем, вывози сырье за копейки и завози иностранные машины за бешеные деньги. Потому что мы никогда не разовьем свою промышленность. Они нам обрушат все наши конкурентные машинные заводы. Потому что дешевые машины из-за рубежа наши будут стоять. И эта налоговая политика продолжается. Биржи финансовые для спекулянтов, а где биржа золото, лес, пушнина, то, что раньше было, эти биржи могли бы функционировать. Кадры, чиновники и организаторы. При советской власти не готовили, тогда партия все организовывала. А сейчас нужно готовить. Чиновник-коррупционер есть, а чиновник-организатор промышленности, торговли, его нету. Фермеры в тяжелейшем положении, цены мы им не даем нормальные. Могли бы вперед за год давать твердые цены и закупать у них все. Модернизация отрасли. Опять странная. Деньги увеличиваем, а отдачи уменьшаются. То есть мы вкладываем деньги в модернизацию всей экономики, а новых машин меньше, чем во всех странах мира. А вкладываем больше. Тоже странно здесь. Я уже вспоминали этого Чубайса, уже надоело. Вот как определить пятую колонну? Чубайса Ельцин хотел убрать. Гор звонит, вице-президент США был туда. Не трогайте Чубайса. Вот. Не надо думать, что человек делает в правительстве, в энергетике, в имуществе. Раз из Вашингтона, из Лондона звонят, оставьте, значит, это человек, который и направлен сюда для разрушения. Безработные. Ну, вузы уже говорили. Значит, много вузов, много студентов, а они и много безработных. Согласен, нужно меньше, но нельзя вот так вот относиться к молодежи. Куда же она пойдет? Было постепенно увеличивать. Приоритет, конечно, обрабатывающей промышленности. Занятость, убирайте мигрантов. Наконец, вяло произнесли, может быть, мы остановим поезд Дюшанбе-Москва. Мы здесь говорили 20 лет назад, здесь остановите поезда из Средней Азии. Введите визы и визу не давайте. Все. И сразу не будет никакой безработицы. Сразу малые города приедут в Москву на крупные стройки. И не будет никакой проблемы. Здравоохранение. Конечно, лекарства импортные и самые плохие. Если свои, говорит, тендер выиграла фирма, она предложила низкие цены. Так дешевые. Чем дешевле, тем хуже. Вы же прекрасно понимаете. И мы начинаем травить собственное население. Китай, он нас травит. Химия, детские игрушки, ширпотреб и курительные смеси. Когда-то была опиумная война против Китая, Китай ведет войну через детские курительные смеси с нами. И что дальше? Мы запрещаем одну смесь, завозят другую. Так запретить любые курительные смеси. Вообще запретить продажу на улицах и везде. Чтобы было решение вопроса. Дружба народов превратилась в антирусскую пропаганду. И русских везде придавливают. Дальний Восток. Программа есть, деньги есть, а где рывок? Что делает министр Ишаев? Же год назад я сказал, поставьте от ЛДПР, будет взлет. Вы поставили вашего, ничего не будет. Еще через год придете сюда. И также Дальний Восток будет умирать. Академия наук должна, конечно, участвовать во всех проблемах развития. Минобразование. Один конкретный пример. В октябре прошлого года Минобразование заказывает американской фирме юридической Pricewaterhouse карту российской науки за 90 миллионов рублей. Мы платим деньги американцам, чтобы они нам сказали, какие эффективные научные центры закрыть. Это чудовищно. Такого нет в мире. Чтобы страна сама разрешала иностранцам уничтожать науку и за это из нашего бюджета платить деньги. Сталин уже бы расстрелял. Если ему доложили в Кремль, все, уже расстрелять. За один договор такой. У нас спокойненько сидят. Замы в Америке защищаются. Давайте ту диссертацию проверим у Сидякина. Где диссертация Сидякина? Там о чем написано? А Гельфанд тусуется на Болотной и помогает министру по всем вопросам остальным. Таким образом, много различных есть проблем. Последнее, что хочу сказать. Подозрение вызывает и смятение в умах. Царская Россия. Все лучше и лучше мы жили до 2014 года. 20 лет правления Николая II. Население растет, пшеницы больше, машин больше. Раз, обрушили страну. 85 год. Великолепная страна, мощнейший Советский Союз. Еще рывок, и полностью мы господствуем везде, в Европе и в мире. Нет, обрушают. Теперь уже трудно начать гражданскую войну. Появляется Горбачев под видом перестройка, реформы. И сейчас гуляет спокойненько. В Лондоне справляет дни рождения. Вот пятая колонна. Поехал президент СССР справлять день рождения туда. Сегодня хоронит там Тэтчер. Вот его любовница. Главный враг России. Они, так сказать, уничтожали вместе. Болотная. Меня вызывает подозрение, как они вышли все организованно.
Так массы не выходят. Кто-то организовал. И не только с Запада. Я подозреваю, Дмитрий Анатольевич, что это делают структуры, находящиеся в России, в правительственных кругах, и деньги идут оттуда из бюджета страны. И сегодня Навального раскручивают, как когда-то Лебедя раскрутили. Что на выборах он сдал, под кого нужно голоса свои. С этим не... Добавьте минуту. Добавьте. Хотя обещали хвалить в течение минуты, Владимир Ильич. Хвалить? Да. Ну, в целом, конечно, что-то всегда делают. И царское правительство хорошо работало, и все советские хорошо работали. И сегодня стараются они, и омолодили правительство. Но что, просьба какая, Дмитрий Анатольевич? Ну, повысьте вы ответственность, градус ответственности всех министров и чиновников. Они должны отвечать за все, что они делают. Это тяжелейшая работа. Отвечать за целую отрасль. Это должны быть герои, очень мужественные люди. Но если они не имеют такого мужества, надо поставить тех, кто готов. Но иначе мы большого успеха не достигнем. И тогда пострадаете вы и президент страны. Вы-то стараетесь, а чуть ниже уже хуже. На местах еще хуже, и все кончается на уровне сельпо. Там вообще ничего не делается. Туда вообще ничего не доходит, все затухает. Поэтому поднять ответственность всех министров и чиновников и самым жестким образом спрашивать с них. И не стесняться передвигать, перемещать. Не обязательно в отставку, в Магадан давайте, на Дальний Восток. Все, кто проштрафился... Спасибо, Владимир Ильич. Да, хорошее пожелание.